Мы люди – существа интересные. Порой мы живем и ведем себя как бессмертные, а порой нам кажется, что все то, что мы имеем сейчас, обязательно с нами сохранится навеки вечные. Но очень часто в жизни получается так, что то, к чему мы очень сильно привязаны, бывает, уходит от нас, уходит из нашей жизни. Это могут быть наши прекрасные отношения, это может быть человек, которого мы считали своим близнецовым пламенем или половинкой, предназначенной судьбой. Или это могут быть просто какие-то близкие люди, на которых мы как-то рассчитывали и думали, что они всегда будут рядом. Возможно, это наши деньги. Нам кажется, что вот у нас есть сейчас деньги, мы научились их зарабатывать, и они теперь с нами навсегда. А потом случается, какой-то кризис, и денежки тоже помахали нам ручкой и ушли. И финансовый поток, он сузился. Может иногда быть еще печальнее все, и это может быть наше здоровье. И много различных ситуаций, где что-то очень важное вдруг в какой-то момент может из нашей жизни уйти. И что тогда делать? Часто в таких ситуациях мы словно теряем какие-то берега. Жизнь, она словно теряет свой смысл. Кажется, что все было напрасно, что нет выхода, свет в конце погас, куда мы там шли, все стало просто бессмысленным. Весь путь как будто бы становится напрасным, и просто рушится абсолютно вся картина мира, все мировоззрение. Мы можем попасть в какое-то состояние глубокой какой-то депрессии, уныния, апатии, и потом очень долго выкарабкиваться. Но у всего этого есть один способ, как предотвратить подобное в своей жизни, как не попасть в такую ситуацию. Если вы уже попали, возможно, вы уже разобрались с этим. Если вы еще не попадали, я вам желаю, чтобы не попадали, чтобы все складывалось благоприятным образом, но тем не менее, вы должны знать, что есть что-то, что должно быть в жизни каждого человека, что будет иметь действительно такую ценность и создавать такую незыблемую опору, что бы ни произошло в этом мире, что бы ни произошло в этой жизни, у вас она всегда будет. И она будет давать вам чувство спокойствия, благости и уверенности, что все идет как надо. Это опора, о которой я говорю. Я думаю, вы догадываетесь, о чем. И есть пример такой, как дом из песка и дом из камня, да? Когда шторм смывает любой самый прекрасный дом из песка, но в то же время дом из камня останется без повреждений, нетронутым, потому что дому из камня не страшны никакие шторма. И этот дом из камня может построить внутри себя абсолютно каждый человек. И сейчас я, конечно же, говорю о Боге, о нашей связи с Ним, о том, как мы умеем выстраивать в своей жизни приоритеты. И абсолютно в любой жизненной ситуации, будь это прекрасное расположение, течение обстоятельств или не очень,
на первом месте, если мы ставим Бога, если мы не забываем о Нем, когда у нас все хорошо, то есть такая фраза, что Господь не забывает о нас, когда все плохо. И я сейчас не о религиозных каких-то концепциях. Дело здесь совсем не в религиях. И не важно, в кого вы верите. В Будду, Иисуса, Аллаха или еще в кого-то. Суть в том, что Творец, Он един. И абсолютно каждый человек, когда ищет с Ним связи, он находит. Это доступно каждому из нас. И нам не нужны посредники для этого. Это все равно, как если бы для того, чтобы пообщаться со своим папой или со своей мамой, вам необходимо было бы поговорить сначала с их секретарями. И этот секретарь уже сказал бы: да, сейчас я все передам. Это не обязательно. У каждого из нас в сердце есть портал, есть канал, по которому мы связаны с Творцом. И нам не нужно искать обходных путей для того, чтобы услышать от Него ответ, услышать внутри себя эту энергию, почувствовать эту благость, потому что это настолько оно обычное, простое, доступное, естественное, природное свойство наше человеческое иметь связь со своим источником, что не нужно выдумывать каких-то сложных схем. Нужно иметь просто искреннее желание и обращаться, когда все хорошо, благодарить, когда все плохо, находить, возможно, в этом свое утешение. Потому что на самом деле мы никогда не были одни. Мы не приходили в этот мир одни. И мы не из этого мира. Здесь мы гости. И рано или поздно мы вернемся туда, откуда пришли. И эта сила, откуда происходит наша жизнь, наше это все естество, это ощущение, которое вы можете ощутить, как «я есть», это не что иное, как этот божественный поток, который проливается прямо здесь, прямо сейчас сюда, через ваше сознание. И когда мы опираемся именно на эту энергию, именно на эту силу, мы начинаем понимать, что все остальное, что мы думали, что является для нас важным, что является каким-то обязательным явлением в нашей жизни, оно второстепенно. И если и есть какая-то сила, от которой вы зависите, то это только эта сила. Вы не зависите от других людей, от их воли. Вы не зависите от обстоятельств, которые происходят в этом мире. Вы не зависите от своего тела даже. Потому что вы – это не то, что вы привыкли считать собой. Это не ваша личность. Это не ваше тело. Это все дано вам как инструмент. Но именно вы, именно ваша естественная суть – это божественный свет. Это и есть это чувство, которое вы ощущаете, как «я есть». И исходя из этого, только лишь от одной силы в этом мироздании зависит это чувство. И когда вы находите источник вашей жизни внутри себя, вы осознаете происхождение этого света. Вы начинаете ощущать все совершенно
совершенно иначе. И все страхи, которые казались концом света, это все такие мелочи. Потому что мы все стоим у врат вечности, и все вот то, что мы здесь сейчас видим, оно же временное, оно как сон. Щелчок пальцев, и все развеялось. Вы видите, как время быстротечно. Вчера вы были ребенком, сегодня вы взрослый человек. Завтра мы дедушки, бабушки, а послезавтра все. И все, что у нас есть, это только набор каких-то воспоминаний. Но по факту, если разобраться и смотреть глубже, то не в воспоминаниях необходимо находиться, а в настоящем. Потому что воспоминания — это, опять же, какая-то иллюзия, и все, что у нас есть, это наше настоящее. И в этом настоящем необходимо всегда помнить о своем происхождении. Необходимо всегда стремиться к этой связи. Необходимо эту связь выстраивать каждый раз, когда у вас появляется осознание себя. И воспринимать мир, не забывая ощущать эту связь. И вы знаете, такие ситуации, которые вот мы боимся, что они произойдут, да? А ничего не происходит. Что-то меняется, но оно настолько незначительное. Я всегда очень боялась потерять отношения. Мне казалось, что я из тех людей, кто очень сильно растворяется в партнере. Но однажды в моей жизни все-таки произошло так, что мои отношения, они закончились. И в какой-то момент мне казалось, что все закончилось. Просто мир рухнул. Это было настолько мимолетное, иллюзорное чувство. Важно то, что появляется какое-то чувство неуязвимости. У тебя не остается больше ни обид, ни ожиданий, ни претензий по отношению к людям. И ты их умеешь спокойно отпускать. Потому что другой человек рядом больше не является твоим смыслом, твоей опорой, твоим всем. Ты не ставишь человека на место Бога. Потому что у тебя на месте Бога стоит Бог. И когда на месте Бога стоит Бог, то ничто уже не может подменить это чувство. А мы страдаем именно тогда, когда устраиваем эти замены. Кто-то ставит на место Бога деньги и думает, что все, теперь в его жизни ему подвластно все, потому что у него есть деньги. А если вдруг денег становится меньше или их источник вдруг ломается, все, конец света. Вы же слышали наверняка, да, истории про каких-то там известных или неизвестных предпринимателей, которые не могли дальше жить, потому что у них все рухнуло. И они накладывали на себя руки, потому что не надо замещать Бога тем, что им не является. Оставляйте Бога на своем месте, и у вас будет непоколебимая опора в жизни. Всем добра!